Надеюсь, вам понравится наш фильм, потому что для нас это было, наверное, самое удивительное приключение в жизни. А это наш боевой друг и товарищ, который преодолеет в течение 3 недель 14 тысяч километров. На первую ночевку мы остановились недалеко от Чебоксар, отъехав около километра от трассы. А вот. Эти тоже надо. Вот Ирина Александровна у нас готовит нам макарошки. Вкусные. А в тюрьме сейчас ужин, макароны. Мы поставили эту палаточку. И сейчас поужинаем. Баиньки. Замечательно выспавшись на природе и с отличным настроением, мы отправились дальше. Впереди нас ждала дорога длиной более чем в 4000 километров. И, конечно, мы немного волновались, но жажда путешествий тянула нас вперед. Радуга! И вот она! Вот она прямо! Можно и схватить за хвост! А это город Сим, который расположен в Уральских горах. Вскоре мы остановились на очередной ночлег, но там нас ждала маленькая неприятность, точнее много маленьких неприятностей. Смотрите, сколько комаров. Особенно на машине. Особенно в машине. О. Не знаю, видно или нет, но здесь финиш просто. Вон там их вообще. Это Уральские горы. Южный Урал. Следующий день пути не отличался особым разнообразием, но погода улучшалась, и это радовало. И добрались мы к вечеру до славного города Ишима. И приютила нас гостиница беззвездочная, с душевой кабиной и унитазом фаянсовым. И почивали в ресторане нас пиццею да роллами заморскими. И выспавшись в покоях однозвездочных, отправились мы в дальнейший путь нелегкий. И ждало нас впереди испытание суровое, ночевка в болотах омских, где комары были пуще зверя лютого, и отбивались мы дихлофосом и средствами противомоскитными. Но не сломило нас это испытание, и отправились мы через Кузбасс в сторону губернии Новосибирской. К концу 5-го дня пути мы проехали Красноярск и остановились на берегу Енисея. Вода в Енисее прозрачная, стояли рыбаки, но самое крутое, что практически не было насекомых. Мы наконец-то могли отдохнуть от комаров. После того, как мы разбили лагерь, пришли 2 местных жителя в надежде поживиться чем-нибудь вкусненьким.
Доехав до города Тулун в Иркутской области, мы, следуя указаниям навигатора, свернули в сторону поселка Аршан, который, как выяснилось потом, оказался не тем Аршаном, который был нам нужен. Но, благодаря этой ошибке, нас ждало необычное и интересное приключение. Началось с того, что абсолютно незнакомые люди предложили нам покататься на аэролодке. А рыба здесь какая? Хариус, ленок, тайгей. То есть Со спиннингом, все дела? вся рыба благородная, то есть даже нету там зарога, карась, такой рыбы здесь вообще нет. Обалдеть. Немного рыбы, да? Мы были очень довольны этим развлечением, но на этом гостеприимство этих прекрасных людей не закончилось. Нас пригласили к столу. За столом, в удивительной дружеской атмосфере, нам рассказали удивительные истории, как будто бы из другого мира. Был медвежонок маленький. Маша, да, мы ее назвали Машей. Нашей старшей дочери было сколько, наверное, месяцев 8, она не ходила. Вот есть фотография на диванчике, сидит медвежоночек Маша, такой хорошенький, все. Все, ее там все потискали, забрал, но ее к себе на базу. А где же ее вы взяли-то? А, медведицу убили? Жила в базе, да, то есть вот, ну, у нас там лесовозы, машины стоят, она вот в КамАЗ залазит, в спальник, раз, ложится головой на подушку. То есть как Мы человек, думаем, да? в следующий раз, там, ну, подушку в другую сторону перекладываем, она опять залазит и ложится головой на подушку. То есть у нее интеллект, то есть, ну, мозги соображают, она вообще далеко не дураки. Эти Ну да, да. Кран, стоит кран, понимаешь, залазит в этот, ну, курятник этот. Сядет, рычаги дергает, все, как человек. Медведь, да, медведь. Сгущенку. Ну Вот да, это сгущенку, вот так вот берешь банку сгущенки, да, открыл вот так. Если ты вот, пока она подходит, не успел руку убрать, все, ты будешь вот так сидеть, пока она не будешь сидеть, пока она не да. То есть реакция сумасшедшая. Да. Потом она начала просто, ну, мужики приезжают на работу, она там начинает там сумки потрошить и прочее. Стала доставлять, то есть, ну, неудобства. Начала выходить, пошла уже за территорию. Автобус рейсовый идет, она на дорогу выйдет, так, стоит на дороге. Все, конечно, все снимают, всем интересно. А она вот стоит, раз, и все. Назад поворачивалась просто, да. Мы, во-первых, посадили в Сейчас клетку. он расскажет. Она все зубы до десен себе сгрызла в клетке. Ничего Ну, себе. то есть все, уже она привыкла ходить. Ну да, То есть она у нас жила в базе, да, то есть Плевать. 8 месяцев прожила и все. И они ее просто, стало невозможно. ну, просто Невозможно. пришлось застрелить. Жалко очень, жалко. Зверь есть зверь, зверя оставлять нельзя. То есть. Попали мы случайно не на тот Аршан. Не там, где термальные источники, а другой, просто деревня. И случайно увидели лодочную станцию. Решили заехать посмотреть. Я был, ну, просто в шоке были. Нам говорят, давайте мы вас на лодке с вентилятором прокатим, все дела. Давайте за стол, давайте там вот здесь вот это самое из кабанятины, короче, колбаски, там еще что-то все натуральное. Здорово покатались на квадроциклах, меня девочка покатала нас с Кирюшей. Такое количество позитива, такое гостеприимство, это с ума сойти просто. Мы, живя в Москве, забыли, что такое гостеприимство. А вот еще одно интересное местечко.
И вот, наконец-то, Иркутск. Цель уже совсем близко. Первым делом мы решили отправиться на Ольхон. Это остров на Байкале. От Иркутска до Ольхона 250 километров. Но от очень красивой живописной местности по дороге ты получаешь огромное удовольствие. Очень холодно, плюс 9, ну как будто минус 9. Я вот только переодела штаны, а еще шлепки не успел принять. В Иркутске 26, сейчас возвращаемся обратно. Но даже в солнечную и ясную погоду температура на Ольхоне сильно отличается от той, что вокруг. И вот мы наконец добрались до Байкала. В этой деревне на берегу мы остановились. Находимся мы в домике сейчас, в этом, в нашем, который мы сняли. Свет нам отключили. Свет отключили по всему поселку, судя по всему, и в ресторане, в который мы сейчас хотели идти. Но это нас не остановило. И даже без света еда была безумно вкусная. В этот день нам Бог послал жареный омуль с картошкой, позы, это что-то типа пельменей, и здоровенные чебуреки. Как потом выяснилось, самые вкусные из всех, что мы пробовали на Байкале. Утром, позавтракав оставшимися чебуреками, мы отправились на паром, который должен был доставить нас на Ольхон.